Друзья, всем привет! Сегодня я сделаю массаж мешочками, но сначала я расскажу, как их сделать самостоятельно. Себестоимость такого мешочка не 250-300 рублей, как мы обычно покупаем для массажа. Такой мешочек можно сделать своими руками, себестоимость его 10, максимум будет 15 рублей. Те же самые свойства будут у мешочка, просто вы можете это сделать намного дешевле и в домашних условиях. Чем чаще я делаю такие мешочки, тем лучше у меня получается. Я уже в некоторых видео рассказывала, как их сделать, но тогда я только начинала их делать. И сейчас я еще раз покажу, как их делать. Используем опилки. Сено не подходит, сушеная трава тоже, она будет колоть. То есть поверьте, действительно, что опилки это самый лучший вариант для того, чтобы создать вот эту вот мягкую структуру, круглую мешочка, чтобы удобно было делать перекаты. Опилки очень быстро будут наполняться водой, быстрее, чем трава. Не нужно их на полчаса будет заливать в кипятке перед применением, как обычные мешочки с травой. Можно чуть-чуть дополнить побольше опилок, чтобы он был большой. Такие мешочки можно сделать совершенно разных размеров. Можно добавить какую-нибудь траву, травяной чай. Но я сегодня добавлю 2 пакетика, просто здесь у меня крапива. Можно взять липу, любые другие чаи. Можно просто насыпать. Можно также добавить несколько капель эфирного масла для аромата. Прям накапать на опилки. Сначала я заворачиваю мешочек не туго, потому что часто я делаю, он у меня рвался из-за этого. То есть формирую сначала первый слой. Запах пошел уже эфирного масла, очень приятно. И он будет раскрываться, когда мы в пароварку погрузим уже мешочек. Здесь как удобно скручиваем. Получается вот такая структура, такое основание мешочка. Потом берем следующую салфетку. Важно, чтобы салфетки тоже были определенного размера, не маленькие, а побольше. Кладем уже заготовку в следующую салфетку. И здесь уже можно завязать туго. Опилки не рассыпятся. Можно потуже его завязать, чтобы он был более плотный. На 2 узелка. И между узелками завязываем еще также, формируем. Узелок еще один и второй. Вот из этого уже можно будет сформировать ручку. Вот такой достаточно круглый у нас мешочек получился. Дальше формируем ручку. Для этого нам понадобится 2 салфетки. Здесь тоже есть свой секрет. Ручку мы будем формировать по ходу салфетки в ту сторону, куда она тянется. Вот так будет ручка. Потянули, увидели и сложили в несколько слоев. Вот она тянется, это удобно. Если бы мы сложили ее в другом направлении, было бы неудобно формировать ручку. Формируем ручку. Завязываем узел крепко у основания мешочка. Здесь уже нужно его немножко будет опустить. Опускаем и туго затягиваем. Здесь уже можно обмотать его будет. Еще раз завязать узелок. Так он не крепится, можно, наверное, еще раз обмотать и еще раз завязать узел. Тем самым мы формируем такую упругую ручку, которая будет комфортно держать, когда будет мешочек горячий из пароварки. Мы его достанем
и будет комфортная ручка. Следующая у нас салфетка. Тоже смотрим, куда она тянется. И также складываем в несколько слоев. Мешочки на самом деле уже приятно пахнут из-за эфирного масла. Опилки такие дешево стоят. Здесь уже можно просто вот так затянуть его. Даже вот не знаю, тоже смотрю, как удобно будет его держать. Все-таки, да, здесь сделаем узелок сначала. Так как у нас полотно тянется, это будет удобно при формировании ручки и завязывании узелка последнего. Мы можем растянуть концы. Вот такой мешочек получился. Здесь можно это все обрезать для эстетики ножницами или завязать дополнительно такие маленькие узелки. Вот такие два мешочка получились у нас. Себестоимость их 10, ну не знаю, максимум 15 рублей, но мне кажется даже 10. Это очень удобно. Сейчас приступим к массажу.